Татьяна Авдеева. Вячеслав, я хочу рассказать об оценке работ. Правда, это было в начале 2000-х годов, то есть целый век, вечность назад. Я была на одной не очень большой выставке 2 или 3 художников, но там прохаживалась высокая комиссия и оценивала работы. И было видно, что работы одного художника понравились всей комиссии. Но, видимо, главный представитель, шеф, предложил не выделять художника, так как он был уже отмечен в прошлом году. А то и действительно возомнит себя гением, и будет требование выставлять на уровне с известными художниками. Пум-пум-пум. Я не буду оценивать то, что я случайно услышала, но захотелось уйти. Мне кажется, уже был такой вопрос. Ну ладно, я коротенечко, пунктирчиком, скороговорочкой. Как одна дама говорила, знакомая, она 3 часа по телефону говорила. Я пунктирчиком, скороговорочкой, быстренько, 3 часа. Ну там с одной знакомой. Я уже уехал, приехал в Москву 1,5 часа назад. Они все пунктирчиком, скороговорочкой разговаривают. Ну так вот, а что он так боится, этот вот шеф, чтобы был рядом гений? Его, что ли, репутация подмочится, если кругом будут одни гении? Требований он боится. Что мастерскую еще попросит? Без мастерских-то легче. А одни, например, в этом... Не буду говорить, в какой организации Союза художников. Некоторые художники имеют по несколько мастерских. Вот что они не наведут в этом порядок? Несколько. Сдают их, пересдают туда-сюда. А какие требования может выставлять художник, если он хорошо пишет? Ну какие? Ну что? Вот что ему? Чтобы что? Я слышал, что если... вот этот, который шлагбаум открывает человек, охранник, да, если ему дать ключи, вот какой-нибудь коптерки, самые там лопаты стоят, например, да, веники, он уже начальник, у него же ключи, он уже имеет право выдать ключи или не выдать. Конечно, ему выгодно, чтобы рядом были посредственности. Подстричь всю эту вот эту голову кто-то высунул, написал лучше, чем он, этот вот шеф. Подстричь эту травку, чтобы ровненько было, чтобы не высовывались. И никому ключи, чтобы у него висели, чтобы все было в порядке, никому ничего не давать. Самое неприятное в этой истории, что вообще есть комиссия. И что все ведут себя рабски. Ну, просто вот молчат. Вот у нас нету общества. Не нравится что-то? Молчат. Они там знают лучше, как надо. Вот это вот высокая ваша комиссия, оценивающая работы. И некое раболепие происходит. Я не знаю, какой-нибудь там жакт. Приходит человек, он в наклончике. Извините, пожалуйста, может какая-то там чего-то там не заплатилось там чего-то или переплатилось? Посмотреть. И этот человек в жакте. Он уже через губу, он ответить может, а может не ответить. Это, обратитесь в другое окно. Это не ко мне. Почему тут бумаги? И человек с поклончиком, так сказать, отодвигается в другую, в следующую. И вот дальше шлют. И, в общем, шлют Татьяна Авдеева, пока не придет настоящий оценщик его работы. Не надо, мне кажется, зависеть от этих всех высоких комиссий. Да пошли они нафиг со своими этими бумажками вот этими. Бумажка есть, значит, ты художник. Бумажки нет, ты кто? А если у тебя работы классные? Да пошли они. Объединяйтесь сами с друзьями и выставляйтесь, арендуйте какое-то помещение, клуб какой-нибудь, библиотеку. Там вообще ничего не надо платить. Сейчас какие-то галочки они ставят, что провели мероприятие. И вы все выставляетесь. И приглашайте через соцсети друзей своих. Они начнут у вас работу покупать. Ирина Власенко еще раз посмотрела, как я пишу, работу с этими розами. И очень мне нравится смотреть за работой художника. Завораживает непредсказуемость. В этом вся история, фишка. В том, что ты не знаешь, что получится. Есть какая-то дорога, путь.
туда. Ну как эта кривая, куда тебя вывезет? Ты можешь, между прочим, цель изменить. Идешь туда, а тебе привлекли цветы у дороги и начал собирать грибы, например. Так и в картине. Вот эту работу, которую я писал с этими розами, я понимал, что у меня будут розы на переднем плане, и на заднем плане я вот сделаю волны, море. Там я взял несколько этюдов с тем, чтобы выбрать на месте, какой мне в тот момент, что я захочу сделать. Да? Но я не знал, что будет центром композиции. И это совсем не обязательно, что он один. Посмотрите, какие мощные волны. Ведь мы же на них смотрим. Хотя есть розы. Естественно, казалось бы, центр композиции розы. Но не всегда. Можно играть в эту игру. Менять центр. Делать непредсказуемым центр композиции. А то, что вам нравится смотреть за работой художника, именно это навело меня на мысль, что, коль скоро я провожу мастер-классы, что это интересно будет тем, кто хочет заниматься живописью всерьез. Поэтому появилась онлайн-школа. Есть уроки в ней. Толдычу уже все время, в каждом ролике. Потому что я пишу, это интересно смотреть, я так подразумеваю. Мне было всегда интересно смотреть, как работает художник. Ну, особенно те художники, которых я люблю. Это вообще, это снос крыши, всегда. Ты смотришь на мотив, смотришь, что он делает, непонятно ничего. Но потом шедевр. Ну, в общем, я вас склоняю к тому, что вы обратите внимание на школу и посмотрите анонсы. К каждому уроку есть анонс. Выбирайте. Будем двигаться вместе, будем писать лучше. Вы будете радоваться больше. Счастье будет на земле. Радость. Кот в коробке. У вас прекрасные работы, спасибо. Благодаря вам я перестала бояться мазков. Вот тебе раз. Я стала пользоваться правильно бликами, и это правда действует. Оживает картина, сколько времени я не могла понять, в чем же дело. Блики – это тонкая вещь, это в последнюю очередь. Если блики вы поняли, как ими пользоваться, но все остальное, не на то место эти блики поставлены, либо они одинаковые, это ничего не решит. За блики вообще преподаватели в Строгановке, ну как так, с улыбкой, наказывали в общем. И не разрешали к ним приступать, пока не будет сформировано вот все по пятну, не будет работать. Так что я хочу всех перенаправить на целостное письмо. И блик это вообще, это вишенка на торте. Торт должен быть сначала, а вишенку-то мы посадим, Господи, найдем место. Ну вот вы пишете кот в коробке, что перестали бояться мазков. Кот же не боится коробки, наоборот, он играет в нее, прячется, бум-бум-бум, болтыхается там. Это целая для него жизнь. Коробки, кот. Чего их бояться? Если каждый мазок на своем месте, значит все совершенно. Значит, картина удалась. Вот если не на своем месте, тут голову ломаешь. Почему? Почему все, мне кажется, идет хорошо, а не работает? А я не удовлетворен. Такую работу нельзя показывать, если мы не удовлетворены. А как вот ее сделать, чтобы она приносила счастье вам в первую очередь, а потом уже, естественно, зрителям, всем в нашей палате и далее. В коридоре можно развесить. И соседним показать, ну им ладно, им все равно. У них там другие диагнозы, им не до нас. Но мы-то должны радоваться, те, кто вообще на волне, те, кто понимает суть живописи. Причем это такая неуловимая штука, что объяснить невозможно. Перестала бояться мазков. Давайте сделаем так. Мазок, мазку рознь. Ну, вы знаете, кто вообще об этом сказал. Ну, конечно же, гинеколог художнику, они там курили вместе. Мазок, мазку рознь. Ну, сейчас не об этом. Пусть они будут разные по интенсивности. Где-то в протирочку. Вообще большей частью пусть будет в растирочку. Начинайте писать жиденько. И чем больше кипит эта кастрюля, тем больше наваристей борщ. Наваристей потом он становится, не сразу. То есть вы эти наваристые мазки кладете в некоторых местах,
чтобы притянуть туда зрителя. Не надо везде разбрасывать куски мяса по всему столу. Пусть они в одном блюде лежат. Я помню, как на концерте мы с моим другом ходили, хор пел. И там, значит, вот оркестр играл. И был литаврист там. Он шарахал в эти литавры. Он так любил свою работу. Он на каждую сильную долю. И все мощнее и мощнее. Но понимаете, в чем дело? Конечно, это дело дирижера. Он не должен разрешать ему шарахать все время. Его задача один раз, может быть, ударить во всей вот этой вот симфонии Шостаковича или Шуберта. Тогда это будет мощный акцент. Один раз высокая нота берется, там, си бемоль. Один раз. Хватит, все встают и аплодисменты. Так и мазки. Чего их бояться? Но пусть они пусть они несут харизму, силу, внимание вот в этом месте. Пусть они концентрируют внимание в этом месте. А все остальное подчиняет, как бы приглашая, что сейчас будет мазок. Сейчас готовьтесь. И человек смотрит, зритель смотрит по картине, о, мазок. В одном месте. Тогда это будет радость. Тогда это будет сила. Будет сочетание пустотности какой-то, вот, может быть, хаотично, я не знаю, как вы любите писать, и набора вот этих вот мазков. Только в этом случае картина покажет хорошие анализы. А по поводу бликов, вы правильно поняли, что блики, как они действуют. Тут хочу обратить вот на что внимание. Что смотрите, что породило этот блик, на каком он предмет, какого цвета этот предмет, например, красного, да? И откуда он? Источник света, дающий этот блик. Вообще он теплый, холодный? Если он теплый, значит он будет теплота, плюс этот еще красный. Если он холодный, будет холод, плюс красный. Но не просто белила. И все предметы, дающие блик, они же цвет имеют. Внимательно смотрите на этот цвет. И откуда источник, который дает это свечение. Вот такая задача. Разобраться в этом. Наблюдать на разницу цвета бликов. На канал подписывайтесь. Кнопочку нажмите «Нравится». Если он нравится, делитесь с друзьями и посмотрите анонс недавнего урока, который есть в онлайн-школе. Для примера. 49-й урок «Скала Дива». Морская тема – довольно сложное дело. Писать море, писать отражение в воде, скал, небо, этих разных материальностей. Но нужно просто разобраться, как это делать. И понять, что по-разному нужно писать различную материю. Небо – это одна структура, вода – другая, камни – это жесткая структура. Как к ним подойти? Какими средствами и как это делать наиболее выразительно, учитывая то, что есть центр композиции, здесь он смещен, и нужно ударить по свету мощно, харизматично, помня о том, что каждый мазок имеет ценность, все нужно держать во внимании, ничего не упускать. Тональные отношения, фактура, цвет, композиция. 49-й урок. Скала Дива.